Многим не понять, но мне ужасно нравятся крупные планы в Gravity Falls. Что, а крупные планы в Gravity Falls с графической точки зрения это просто эстетическое наслаждение. Многим не понять, но просто посмотрите. Так, сейчас. Надеюсь, аниматоры меня поймут. Смотрите на эту линию. Это мастерство вектора. Это красота линий. Смотрите, как эта линия с головы плавно перетекает. Здесь утолщается, здесь утончается, становится тонкой, стыкуется и дальше обратно становится толще. Это же круто! Теперь посмотрите здесь. Сейчас. Серьезно. Просто посмотрите. Мастерство линии. Как здесь линия утончается, то есть она идет от малого и потихоньку идет толще. Причем в нижний контур. Так, здесь ползунок мешает, но я думаю, вы поймете. В нижний контур как бы идет вес, и вектор линия это показывает. То есть типа ее свитер, он свисает. Это сделано не просто так, то что линия идет вниз, и она утолщается, и вверх она утончается. Потому что свитер свисает. А как показать на 2D рисунке, что свитер тяжелый? Естественно, опустив его немножко и сделав так, чтобы показать линии, что свитер свисает, что он большой. И это еще подчеркивается линией вектора. То есть, мне-то здесь это нравится. И тут то же самое. Линия начинает от самого малого к большему. Это называется динамика линий. И я это замечаю часто именно в Gravity Falls, потому что, мне кажется, именно в Gravity Falls делают на этом акцент. Потому что она бросается в глаза, динамика линий. Это сложно не заметить. Ну, лично мне сложно не заметить эту динамику линий. Я всегда ее замечал. Мне всегда было интересно смотреть на крупные планы в этом мультсериале, нежели в других. Хотя в анимации мне всегда нравятся крупные планы, потому что в них всегда прослеживается простота линий и в то же время это эстетика. Вот. И я уверен, что в Gravity Falls в крупных планах именно хотели это подчеркнуть. И это очень сильно дополняет это очень сильно дополняет графическое содержание Gravity Falls. Это видно и здесь. Везде есть динамика линий. Здесь и здесь. То есть внешний контур, он более-менее толстый, но и у него прослеживается определенная динамика. То есть сверху контур линии, он немного тоньше, нежели внизу. Такое часто применяют и не только в Gravity Falls, потому что хочу сказать, что динамика линии присутствует в искусстве сама по себе. То есть ее используют вообще многие, кто рисует вектором. И в частности и я. Но именно в Gravity Falls это работает им на пользу. Особенно в крупных планах. Вот если представить, если бы не было этой динамики линий, то Gravity Falls, крупные планы Gravity Falls были бы довольно-таки деревянные, а так в них чувствуется некая мягкость, которая не прослеживается или в большей степени не прослеживается в других мультсериалах. Я не говорю то, что в других мультсериалах нет динамики линий, она там есть, но мне кажется, мне субъективно кажется, что именно в Gravity Falls применили эту линию более уместно. Вообще можно сказать то, что среди всех мультсериалов Диснея Gravity Falls с точки зрения графики это, наверное, самый лучший представитель, самый лучший мультсериал Диснея. Потому что именно в нем напичкано много
всего интересного, и здесь можно целая лекция рассказывать, чем я практически сейчас и занимаюсь. Нет, я этим не занимаюсь, это отрывок для ролика, но здесь это видно. Ну, здесь в этом кадре применяется еще и гиперболизация, потому что мейбл немножко вытягивается, и это вообще словленный кадр. Ну и тут тоже можете проследить динамику линии, я об этом уже говорил. Причем эта линия, она очень хорошо выделяет персонажей от всего фона, потому что в некоторых мультсериалах, в частности, хороший пример это «Отель Хазбин», где персонажи сливаются с фоном, и это было для некоторых людей это было очень сложно. Лично мне это в глаза не бросалось, но я отметил случаи в «Отеле Хазбин», когда персонаж мог сливаться с фоном из-за ошибки как раз таки линии и гамма-коррекции. Вот какую роль она играет. Здесь это сделали именно линией. То есть она и не сильно черствая, то есть она не сильно черновая, и как бы есть динамика. Мне это нравится. Причем Gravity Falls это наблюдается именно в крупных планах. То есть хорошо. Если вы посмотрите на мелкие, более общие планы, то в них не сильно-то в Gravity Falls и соблюдают динамику формы. То есть она соблюдается, но из-за масштаба, возможно, ее не видно. То есть так, да. Но крупные планы в Gravity Falls это что-то. Именно их я ставлю себе на рабочий стол, потому что крупные планы с точки зрения композиции и динамики линии, они сделаны вообще очень хорошо. И вообще в анимации делают упор на это не только в Gravity Falls, но именно в Gravity Falls я это подметил. То есть, возможно, с графической точки зрения Gravity Falls мне этим и симпатизирует. Потому что смотреть на эти фоны мне одно удовольствие. Для справки, динамика линий присутствует не только в Gravity Falls, а она присутствует еще и в других мультсериалах. Наверное, вот мне последнее, что понравилось, это динамика линий в Хильде. Конечно, изображение не того качества, но пересмотрев этот мультсериал, если вы вообще его смотрели, то вы могли, наверное, заметить или еще заметите, что здесь тоже применяется довольно интересная динамика линий. То есть она здесь явно применяется. Причем применяется она довольно интересно. То есть, если посмотреть на дизайн этого персонажа, то в нем есть интересные детали. Это невидимая линия или же невидимый вектор. Если я могу догадываться, что Хильда делается в Тумбуме, то я могу предположить, что там есть невидимая линия, ведь это же Тумбум, там это фотошоп от мира анимации, и здесь есть невидимая линия, и этот прием используется довольно-таки нечасто. Нечасто лично я встречал, но он интересен тем, что он создает довольно-таки интересный эффект. Это обратно же можно разбирать на целой лекции, но скажу вкратце, если бы не было этих линий, я сам пробовал рисовать это, если бы не было этих невидимых линий, то есть если бы здесь был тоже черный вектор, кто-то скажет, почему просто не нарисовать здесь черный вектор, да? Ведь это очень, очень сложно. Выбирать кисточку невидимого вектора, делать его невидимым, или вообще просто рисовать здесь еще как-то там заливкой, зальется, не зальется, куча проблем. Но для чего это делается с точки зрения дизайна? Дело в том, что так персонаж выглядит наиболее милее, можно так сказать, это по моим описаниям. Вот. И последнее, что мне, когда вышла Хильда, и я посмотрел Хильду в декабре прошлого года, кто из будущего, пишите в комментариях, то мне понравились крупные планы. И это прям воспроизвело, прям флешбэк начался крутиться из Gravity Falls, потому что Gravity Falls мне тоже нравятся крупные планы, и здесь тоже хотели соответствовать динамике линии. То есть, видите, это не только в Gravity Falls прослеживается, это почти везде так, но в Хильде и в Gravity Falls я это прям подметил. Вот здесь имеется динамика, более толстые края персонажа, чтобы его подметить. И да, я же говорил про вот эти вот линии, и
Да, так персонаж выглядит более наивнее, более милее, и сюда можно представить еще кучу синонимов и всего прочего. Вот. Ну, смотря по этим глазам, персонаж располагает к себе. То есть он весь такой энергичный, видите, у него круглая голова, нежели у других она более овальная. То есть это значит персонаж добрый, у него линия волос, она довольно тоже овальная, округлая. Такой весь мягкий персонаж Хильда. Вот. И вообще на эту тему можно кучу лекций прям устраивать, прям говоря о динамике форм, о динамике линий, там еще что-то рассказывать. Но я думаю, этот видеоролик растянется на часа так 3, да и мой канал не про это. Вот, в принципе, я и так уже захожу слишком далеко, рассказываю об этом. Вот. Но динамика формы мне в этих двух частях именно нравится. И именно на основе этих двух мультсериалов я как бы рассказал о динамике и о ее важности. Чем я хотел это вообще сказать, для чего нужны эти отрывки? Для того, чтобы сказать про... Хотел рассказать про динамику, потому что она очень важна в мультсериале и играет огромную роль в его восприятии. То есть это не просто так. Если вам понравился ролик, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и делитесь этим видео с друзьями. А также не забудьте вступить в мою группу ВКонтакте, ссылки будут в описании. И на мой твиттер тоже. Но это было небольшое такое рассуждательное видео, если так можно выразиться. Такие видео обычно выходят перед грандиозными видео, и они направлены более на какую-то такую отдушину и просто поделиться определенными интересными мыслями. Ну а если вам заходит такой контент, то пишите в комментариях, что бы вы хотели точно увидеть и стоит ли мне продвигать его в массы. Ну а пока, с вами был Веб, до свидания.